Лерушка-путешественница и ее бессменная ведущая Лера опять с вами. И сегодня мы отправимся путешествовать на заветные коралловые острова Аравийского моря, в Мальдивскую республику. Обсудим сезоны, когда тут хорошо и плохо, выберем место отдыха и типа отелей, транспортировку, подходящие занятия для туристов Мальдив, обсудим опасности, немного коснемся географии, истории, правил путешествия в эту удивительную страну и погуляем по ее столице. Кто вы такая? Как кто? Я талант. Самолеток. Изобретательница и путешественница. Но кому из нас с вами не хочется оказаться главным героем романтической открытки с пальмой, прозрачной водой океана и белым песочком? Мальдивы – главный герой всех туристических мечтаний. Эти удивительные пейзажи завораживают беззаботностью и уединенностью. Действительно, до ближайшего крупного острова Шри-Ланка от Мальдив 700 километров. Мальдивы – это более 1000 коралловых островов, которые возникли на месте извержений вулканов. Извергнув лаву, вулканы впоследствии опускаются обратно под воду, а наросшие на нем кораллы остаются кружком вокруг бывшего возвышения. Таким образом возникают атоллы, защищенные от океанических мощных волн кружки коралловых лесов. Мальдивская республика состоит из 26 таких атоллов. Это очень красивые и живописные места, совершенно непригодные для жизни. Ведь этот самый песочек – не что иное, как остатки кораллов, в котором растет очень ограниченное число растений. Главный спаситель местного населения – кокосовая пальма. Ее корневая система отлично себя чувствует в соленой воде, а кокос дает людям и строительный материал, и питательный обед, и утоление жажды, и даже лекарства. Практически все остальные продукты, за исключением рыбы и других даров моря, Мальдивам приходится экспортировать из других государств. По всей Мальдивской республике есть только один город, и он же столица – Мале. Там есть огромный торговый порт, который снабжает все государство необходимыми товарами. Получается, любой товар приходится сначала доставлять в столицу, а потом еще и развозить по морю и различным атоллам. Именно поэтому все на Мальдивах так страшно дорого. Казалось бы, самый простой местный тропический фрукт в тропической стране, но даже он, каждый, едет к вам с кучей пересадок и приключений. В самом Мале отдохнуть вам не получится. Это слишком перенаселенный, шумный, грязный город. А любое перемещение между Мале и вашим местом отдыха будет происходить либо с помощью быстроходных катеров разной комфортности, либо с помощью самолетов, летающих и садящихся на воду, гидропланов. Безусловно, второе намного дороже и имеет смысл только если ваше место находится далеко от столицы. Время доезда от аэропорта до места отдыха всегда необходимо отдельно уточнять. В последнее время на удаленных островах активно стали строить взлетно-посадочные полосы, так как обычные самолеты гораздо более вместительные, скоростные и доступные, чем гидропланы. И скоро эта удивительная роскошь, полет на гидроплане, будет становиться все реже и реже, так что не упустите свой шанс. Конечно, о вопросе трансфера необходимо будет четко договориться заранее. Организовать внезапную доставку на остров – это чрезмерно дорого, не допускайте такой ошибки. А вот, собственно, куда можно поехать – это важный вопрос. Глобально на Мальдивах 3 типа отдыха. Я уже сказала, что островов на Мальдивах больше 1000, но заселена из них примерно 1/5 часть. Из тех, что заселены, есть 2 типа. Первый – острова, на которых сосуществует туристический отдых и жизнь местного населения. На таких островах есть небольшие отели, гестхаусы и даже всемирно известные домики
расположенные на сваях прямо над водной частью атолла. Отдых на таких островах доступнее, особенно если находятся они не так далеко от столицы. Для транспортировки можно воспользоваться не дорогим индивидуальным трансфером, а регулярными рейсами катеров-маршруток, стоимость проезда на которых в 3-4 раза меньше. Есть специальные сайты, где можно посмотреть работающие регулярные маршруты между островами. Ну и кроме обычных мальдивских развлечений, у вас всегда есть возможность погулять по реальным местам жительства местного населения и купить 2-3 кокоса за $1. Самый известный мальдивский отдых, конечно, организуется на втором типе островов. Различные крупные компании выкупают такие острова в аренду на длительное время и устраивают там остров-отель. Называют такие места на Мальдивах ресорты. На ресортах живут только туристы и часть обслуживающего персонала. Ресорты пытаются организовать бескомпромиссный отдых. На территории острова обычно находятся несколько ресторанов, различные клубные здания, фитнес-зал, библиотека, домик для йоги. Доступны различные моторизированные и инструментальные водные виды спорта, а передвижение внутри острова производится на бесплатных электромашинках или бесплатных велосипедах. Вокруг все чисто, убрано. Номера в этих ресортах огромные. Самое дорогое проживание проходит не на берегу, а на специальных домиках, которые на мальдивских ресортах строят на подводной части атолла, на сваях. Так получается, что у вас, кроме своего номера, есть индивидуальный балкончик с видом на океан, иногда индивидуальный бассейн и свой спуск к чистейшей океанической воде прямо рядом с домиком. В общем, настоящий шик везде и во всем. Часто острова-ресорты и острова, на которых живут местные жители, соседствуют друг с другом. И для организации рабочей силы, и для уменьшения стоимости доставки продуктов и товаров. Так что океан, который будет доступен для вас и там, вроде почти одинаковый. Но уровень сервиса в этих двух типах очень разный. Отдых на острове с местным населением не даст вам всего необычайного комфорта, но одновременно с этим окажется дешевле минимум в 4 раза. Однако не обманывайтесь. Умение организовывать все правильно, вовремя и в срок, как и представление о достаточном уровне комфорта, у местного населения обычно очень невысок. К примеру, может спокойно оказаться, что в части острова, где вы будете отдыхать, натолкнетесь на большое количество москитов, которые, как мы с вами обсуждали в ролике про Бали, являются довольно опасной особенностью тропического отдыха. Или окажется, что во время отлива подводная часть атолла мелеет так, что во время купания вы сможете только ползать по дну кораллового рифа. Что, кстати, тоже небезопасно, ведь вообще, откровенно говоря, на Мальдивах практически нет животных. Максимум, кто вам попадется, это куча крабов и раков-отшельников, ящерицы и гекконы, серая цапля, сладкоежки, летучие лисицы и различные насекомые. А все богатство и разнообразие флоры и фауны на Мальдивах находится под водой. И с этим связаны основные прелести и основные опасности. Конечно, обязательно взять с собой репелленты, так как вечером, особенно во время влажного сезона, комары-москиты тут нередки и именно опасных видов. Но встречи с самыми тяжелыми последствиями подстерегают вас именно под водой. Это и морские ежи, и различные стрекающие, и острые мертвые, и живые кораллы. С собой в аптечке обязательно иметь уксус, йод и мази, останавливающие бактериальное заражение. Бетадин, например. Ну и пластыри и инструменты для перевязок. Чем хорош островной отдых на Мальдивах, объяснять не нужно. Воспользовавшись модным словообразованием, мы можем описать такой туризм, как чиллинг. На некоторых ресортах вы найдете программы по йоге и другим спортивным практикам, даже библиотеки. Мы уже с вами обсуждали, как совместить различный спортивный и расслабляющий отдых с интеллектуально-познавательным во многих наших путешествиях. Так вот, я читала, что на некоторых атоллах производили раскопки различных периодов развития Мальдив. Ведь это совсем не юное государство. В древности оно было главным поставщиком монет для многих государств Западной Африки, Азии и даже самого Китая. Да, именно монет.
Каури, вот эти раковинки, как раз и заменяли этим странам деньги. И с этим связано много тайн и трагедий африканской истории. Но туристы на Мальдивах не ищут свидетельств того времени, тем более, что путешествия между островами затруднены. Поэтому туристы тут либо чилят, либо занимаются спортом. На Мальдивах популярны различные водные виды спорта. Например, серфинг. Если вы увлекаетесь или планируете увлечься серфингом, советую посмотреть выпуск про серфинг на моем канале. Учитывая то, что размеры островов и разнообразие занятий на них очень незначительные, на Мальдивах распространен третий тип отдыха – так называемые сафари. В случае Мальдив так называют отдых на яхтах или больших моторных катерах. Яхты ходят от атолла к атоллу, позволяя путешественникам насладиться невероятным разнообразием подводной фауны и живописных океанических ландшафтов. Иногда даже производят высадку на необитаемых островах с барбекю и прочими развлечениями. Живете вы прямо на яхте, в компактных каютах, со всеми индивидуальными удобствами, но, прямо скажем, без шика и излишеств. Зато цена становится более приемлемой, и вы можете насладиться тем, чем действительно Мальдивы знамениты. Ведь в то время как на суше на мальдивских атоллах наблюдать особенно незачем, под водой бурлит великолепная, необычайная, чудная подводная жизнь. Сафари особенно популярны среди дайверов. Мы уже обсуждали дайвинг в отдельном выпуске на нашем канале. Дайвинг очень популярен на Мальдивах благодаря большому разнообразию морской фауны. Тут можно встретить и больших пелагических рыб, например, китовую акулу, и полюбоваться на морских черепах и на рифовых акул. Надеюсь, я смогла привлечь своим репортажем ваше внимание к Мальдивам. В следующих выпусках продолжим обсуждать отпуск на этих невероятных по своей красоте атоллах и островах. Поговорим о сезонах, о том, как не потеряться по прилету, и заодно погуляем по одной из самых густонаселенных столиц мира. Интересно? Тогда не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и заодно черкануть пару слов в комментариях. До встречи на канале у Лерушки-путешественницы.